Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Дано. Кто-то лезет в окно. Нам надо доказать, как он будет вылезать. Допустим, мы его не пустим. Это только в математических задачах легко. А на практике что делать, если со всех сторон лезут кусочки ткани? Они все небольшого размера. Ничего специально не выкраиваем, работаем с тем, что есть. Начинаем с самых маленьких кусочков, сшиваем их попарно. Главный критерий, чтобы они хоть немного совпадали по одной стороне. Сшиваем за пошивочным швом с открытым срезом. Детали складываем лицом к лицу, нижняя деталь на полсантиметра выступает в сторону. Прокладываем строчку. Дальше соединение разворачиваем и отстрачиваем. Чтобы потом детали было легче сшивать друг с другом, добавим длинные полоски. Пришиваем их к одной из сторон сшитых двух деталей. Все швы прошиваем одинаково. Прошили, развернули, отстрочили. При таком способе работы все получается крепкое и надежное. А вот теперь уже надо брать линейку и ножницы, равнять хотя бы одну сторону и подбирать продолжение примерно такого же размера. В принципе, задача довольно простая. Подбираем по размеру и сшиваем вместе. Получается очень интересный подбор рисунка. Специально так не сделаешь. Каждый раз по линейке проверяем срезы
и соединяем подходящие по размеру. Таким образом получаются довольно большие куски, а подбор цвета случайный и непредсказуемый в своей прелести. Специально показываю подробно работу над каждым элементом. Швы получаются довольно толстые, поэтому стараемся, чтобы уголки не совпадали. Размер выводим к нужным показателям. У меня получился 20 на 35. И таких деталей получилось 2. По моей задумке, это будут боковые части сумки. Поэтому запланируем так, чтобы вверху была полоска ткани без швов, чтобы пришивать молнию. Пришьем полоску шириной 5 сантиметров. А между этими деталями сделаем вставку шириной 10 сантиметров. Получается довольно интересно. По верхнему краю сделаем плавный вырез. Для этого от углов отступим примерно по 3 сантиметра и соединим эти точки плавной кривой. К этому срезу пришьем молнию. Сначала иголкой с ниткой. Потом на швейной машинке. Дальше подготовим подкладку такого же размера, как и верхняя часть. Сложим их лицом к лицу и пришьем к тесьме молнии. Затем сделаем насечки ткани, развернем этот шов и отстрочим его. После этого вывернем все наизнанку, выровняем и прошьем боковые швы, оставляя отверстия для выворачивания. Чтобы сформировать дно, в деталях и подкладке, и лицевой части наметим и вырежем квадратики 2,5 на 2,5 см. Обратите внимание, что отмеряем мы от линии шва. Развернем полученный угол и прошьем на швейной машинке. Так, смотрите, что мы еще сделали. Чтобы сумка лучше держала форму, взяла кусок плотной ткани, прошила ее на швейной машинке и пришила к углам донышка. Конец молнии выпустим в техническое отверстие. И еще подготовим ручку длиной 50 см. Вставим ее внутрь сумки. А теперь надо зашить эти технические отверстия.
Лучше это сделать иголкой с ниткой. Остается только вывернуть сумку и зашить оставшиеся отверстия в подкладке. Готовую сумку расправляем, подтягиваем и поправляем. И уже можно идти гулять. Сумка получилась очень интересная, кофейная карамельная фантазия. Я, кажется, наконец поняла, какую я хочу сумочку. Инкассаторскую. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.